Как бросить курить? Я перепробовал все. Таблетки, табаксы, жвачки. Тяжело бросить курить. Я понимаю, буквально мечтал о том, чтобы бросить курить. Сейчас я уже не курю. Уже 3-й год идет. И я реально счастлив. Как бросить курить? С таким названием я запишу свой 3-й ролик. Пусть этот ролик поможет вам, как помог мне. С чего начать? Начну с того, что я перепробовал энное количество раз бросить курить. Не буду лукавить. Я перепробовал все. Таблетки, табаксы, жвачки, конфеты, все абсолютно перепробовал. Ничего мне не помогло. Помогло мне только мое желание бросить курить, а это самое важное. Алкаши какие-то орут. В первую очередь хочу сказать, что да, это как бывший курильщик, я скажу то, что это на самом деле очень тяжело бросить курить. Я понимаю, я раньше буквально мечтал о том, чтобы бросить курить. Поэтому мой личный опыт, я надеюсь, поможет вам. Ветер поднялся. Вот это вот чувство, когда куришь, и вот это вот после того, как ты покурил, чувство появляется. Начинаешь себе поедать. Вот типа ты не справился. Где твоя воля и так далее. А самое главное то, что это очень сильно вредит по факту твоему здоровью. Я, например, когда выкуривал сигарету, у меня постоянно болела левая легкая, появлялась одышка, кашель, мокрота и все вместе с этим сопутствующее. Сейчас я уже не курю 2 года, уже 3-й год идет. И я реально счастлив, что я бросил курить. Это не описать словами, моя мечта сбылась. Вкусовые рецепторы открываются, ты чувствуешь пищу, ты чувствуешь запахи, у тебя открываются те запахи, которые твой организм уже забыл. Своего рода такие флешбеки из детства. Плавно перетекаем на метод, как все-таки я поборол свои зависимости. В первую очередь отнесись к этому как очень важному ритуалу. То есть тебе это нужно сделать, как, например, выполнить какую-то определенную работу. Ты же не можешь, например, на полпути взять и делаешь проект какой-то, и на полпути раз. Все, шеф, аривидерчи, я не буду дальше делать. Нет, ты будешь делать. Тебе нужно зарабатывать, кормить семью. Ты будешь. Так вот, и в первую очередь отнесись к этому серьезно. Пойми, что это никому не нужен, кроме тебя самого. Ты должен по факту помочь себе сам. Если ты себе не поможешь, никто не поможет. Никто. Мой
триггер, можно сказать, если кому-то тяжело сосредоточиться, сделать это все-таки. Найти стимул, ради чего ты хочешь бросить курить. Вот у меня моя супруга забеременела сыном. И мне в голове появилась картина, то, что мой сын растет, и я рядом стою, курю. Какой я пример буду подавать своему сыну? Я решил сделать так, чтобы он никогда не узнал, не увидел, что я курю и так далее. Я не хочу давать ему дурной пример. Это мой основной триггер был. Ну и все-таки перейдем на метод, как я это сделал, как я бросил курить. Мне помогла прогулка. То есть я выходил, гулял, когда я хотел курить. Наша проблема в том, что сигарета вызывает привязанность. Это обман мозга. Вот мы выкуриваем, у нас, появляется дофаминовый выброс. Мы чувствуем такую расслабленность, чувствуем спокойствие. Но это все иллюзия, по факту. Иллюзия, которая очень быстро развеивается, если не покурить еще одну сигаретку. Разбили окно, что-то вытащили. Если мы... шумно, машина едет, сори. В смысле сбился? Если мы в голове своей не осознаем, что это нам вредит, то мы никогда не сможем от этого избавиться. Самое главное — это решиться на этот шаг, принять это, гулять. В период мощной ломки я рекомендую заживать ломтик лайма или лимона, чтобы цитрус. Прямо вкусовой удар, бам! Вот эта вот кислота тебе неприятна, у тебя мозг понимает уже, что что-то не так, и начинает выпускать, выделять слюноотделение, начинает больше работать, и у тебя включается режим не курить, а пищеварение. То есть, если твой мозг обманывает тебя, ты имеешь полное право обмануть его в ответ. Тем самым то, что ты вот эту вот кислятину вот эту в рот положил, твой мозг, он просто переключился. Плюс к этому всему, в период большого такого нервоза и так далее, просто выходи и гуляй, просто гуляй. Дай волю ногам, так скажем. По двору, по комнате, по дому походи, не знаю, подышись, окна открой. Вот когда мы курим, мы по факту вместе с дымом мы вдыхаем получаем глоточки свежего воздуха. От этого у нас иллюзия, что мы избавляемся от нервоза, от стресса. Нет, это чистый воздух нам помогает. И вот, отведи себе достаточное количество времени. Вот если ты бросаешь курить первые недели, откажись полностью от кофе. Кофе — это 100% байтить на сигаретку покурить. Потом, если еще выпьешь алкоголь, то от алкоголя еще сильнее. Те, кто знает, тот в курсе, так скажем. Это еще сильнее байтит, даже больше, чем кофе. Блин, люди так смотрят, немного так неудобно. Я тут с телефоном разговариваю. Ладно. Бонжур. Так,
И в конце добавлю от себя то, что держись подальше от курящих людей. Если друзья вышли на перекур, коллеги, там, не иди с ними. Я не говорю избавиться от такого круга общения, нет. Просто старайся подальше держаться. Вот они пошли покурить, тебя позвали. Ты говоришь, я не хочу, покурил уже, все. Даже вот когда мимо людей проходишь, вот стоят люди, курят, старайся взять, набрать воздух, пройти мимо и там задышать чистым воздухом уже. Ну, зачем тебе все это? Ну и подытожим то, что нам в детстве не нужны были сигареты, чтобы жить, дышать, играть. Так что прими это, то, что тебе это самому надо. Каждый человек важен. Таких, как ты, уже нет и не будет. Так что береги себя, береги свое здоровье. И подумай не только о себе, но и о своих близких. Вот такой посыл. Ну, такой живой влог получился, немного затянутый. Ну, я тайм-код поставлю, чтобы удобно было. Чтобы сразу перейти. Лайм поможет.